Всем привет! Сегодня я делаю вареники с творогом. Если кто-то привык говорить с творогом, то тоже нормально, и так можно говорить. Начинаю, конечно, с замеса теста. 250 граммов муки просеиваю. 110 миллилитров молока комнатной температуры. Пол чайной ложки соли. Одно яйцо. 110, соль и одно яйцо. Вот на этой жидкости я буду замешивать тесто. Тесто должно получиться достаточно крутым. Как на пельмени. Для того, чтобы эта стеклянная чаша не елозила, я подкладываю влажную салфетку. И сначала прошелся вилочкой, а потом мукой. Теста получится довольно много. На самом деле я из этого теста буду делать два варианта вареников. Первый — это с вишней, свежий. Это летом было дело. А вторую половину теста использую на варенике с творогом или с творогом. Замешиваю тесто. Минут через 5 оно перестает липнуть к стенкам этой стеклянной чаши. Переношу тесто на стол. И тут добавляю постепенно муку и продолжаю замес, и эта мука втягивается в это тесто. И тесто становится более упругим. И более твердым. Пока не очень. Добавляю еще муку. И так добавил к этим 250 граммам, примерно граммов, так, наверное, 80-90 муки. И получил достаточно плотное тесто, его плотность меня устроила. Еще раз повторю, как на пельмени. Еще немножко добавляю и получаю искомую плотность. Тесту надо дать полежать, отдохнуть, накрыв чем-либо или положив в пакет. Я накрываю и отправляю минут на 45, на час. Через час займусь снова. Что касается начинки. Я взял творог 5%. Можно взять любой на самом деле. У меня зерненый творог. Такой очень хороший. Добавляю яйцо. Некоторые не добавляют яйцо. Это на ваше усмотрение. Некоторые добавляют только желток. Тоже неплохо. Чуть-чуть соли. Сахара поболее, как видите. Добавил 1,5 столовых ложки. Еще буду добавлять изюм. На самом деле бывает, соли гораздо больше добавляют, чем сахар. В том случае, когда хотят получить несладкую начинку. Добавляют, скажем, туда соль, перчик, укроп. Получается очень даже хорошая еда. Совершенно другая. Сегодня вариант сладкий. Умеренно сладкий. Добавил столовую ложку изюма. Замочил его в воде предварительно на полчасика-часик. Он достаточно мягкий, но стал еще мягче. Размял немножко этот творог. Крупинки эти. Попробовал. Очень хорошо. Если начинка получается жидкой, добавьте немного муки. А если слишком густой, то добавьте немного сметаны. Тесто постояло, полежало, отдохнуло и стало однородным, очень классным. Я сделал, еще раз скажу, вареники с вишней, а из оставшейся второй половины теста на следующий день делаю вареники с творогом. Раскатываю этот пласт
периодически поворачиваю, переворачиваю. Раскатку надо делать всегда от центра к краям. Ну и до той толщины. Ну и до толщины приблизительно полмиллиметра. Ну, желательно, чтобы тесто было достаточно тонким. А так как оно достаточно плотное, то я надеюсь, что оно рваться не будет. Вырезаю вот такие вот кружки. Диаметр вырезки у меня 8,5 сантиметров. Ну, достаточно большие получатся вареники. Ну, можете сделать их и поменьше, а некоторые 10 сантиметров любят побольше. Но насколько сладкая начинка, тоже каждый решает сам, можно добавить больше сахара. Все очень просто делается. Укладывается начинка, сворачивается пополам, складывается и залепляются края. Вот такие полумесяцы получаются. Плотно залепляю. Кружочки, до которых дело доходит попозже, ну, сейчас вот лето, поэтому они подсыхают достаточно быстро. В моей кухне достаточно тепло. Поэтому их надо переворачивать и укладывать начинку после того, как перевернули на другую сторону. Дальше прохожусь вот так вот вилочкой, так как в косичках я не силен. Вот мне мама как-то в детстве не заплетала косички, и меня тоже не научила этой премудрости. Поэтому вот так вот вилочкой прохожусь а-ля чебурек. Тоже нормальный способ. Кипящую воду добавляю немного соли. Воды берите побольше, чтобы кипение не прекращалось. Укладываю эти вареники. И буду варить их 8 минут. Ну, вот аккуратненько вот так шумовкой закручу. Вот они варятся на умеренном огне. Да, если вам показывают рекламу, и вы ее смотрите, спасибо за просмотр. А если вам не показывают, значит на ваш регион ее в данном случае нет. Вот прошло 8 минут и все готово. Надо заправить чем-то, ну обычно сливочным маслом, сметаной. Ну, я тоже традиционно поступлю. Сливочное масло, сметану, немного варенья можно. Ну, все ели вареники с творогом. А что касается изюма, то можете добавить ну что угодно, скажем, курагу, какие-то свежие фрукты, кусочки. Ну, я размешаю чуть попозже. Очень вкусно. Всем рекомендую. Удачи. Пока.